Ты слушаешь Радио Мария. Израильская служба новостей в прямом эфире на Радио Мария. Здравствуйте. Сегодня 15 января. Мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу в настоящее время проводит консультации с израильской группой по переговорам об освобождении заложников, а также с представителями израильских служб безопасности. Офис Нетаньягу направил семьям заложников обновленную информацию, в которой говорится, что, цитирую, «переговоры в Дохе продолжаются и что стороны обсуждают последние детали, необходимые для соглашения». Конец цитаты. В офисе Нетаньягу комментируют, что переговоры продлились всю ночь, добавив, что они сообщат информацию семьям заложников, как только смогут. Новости на Радио Мария. Сотни демонстрантов 14 января блокировали перекресток в центре Иерусалима в знак протеста против продолжающихся переговоров об освобождении заложников между Израилем и Хамас. Напомню, что в рамках сделки из израильских тюрем выйдут тысячи террористов. Цитирую. «Освобожденный террорист – завтрашний убийца», скандировали протестующие, некоторые из которых сидели на тротуаре. «Мы не забудем, мы не простим. У вас нет мандата сдаваться Хамасу», кричит молодой человек в громкоговоритель. Бывший министр обороны Йоав Галлант вчера посетил площадь заложников в Тель-Авиве и выступил перед прессой с заявлением, в котором выражает свою поддержку обсуждаемому предложению об освобождении заложников. Цитирую. «Я надеюсь, что на этот раз национальные интересы возьмут верх над политическими», говорит Галлант, намекая на свои предыдущие заявления о том, что премьер-министр Биньямин Нетаньягу упустил предыдущие возможности заключить сделку, чтобы сохранить свою коалицию. Отвечая на вопросы о противодействии Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира, готовящейся сделки по освобождению заложников, Галлант комментирует, что как человек, разделяющий взгляды большинства граждан Израиля, поддерживающих соглашение, он смущен этими двумя министрами. Галлант добавляет, что их поведение не еврейское, не сионистское и не гуманное. Это была цитата. Главные новости Израиля. В это же время министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир вызвал возмущение, заявив, что за последний год он неоднократно срывал соглашение о прекращении огня и освобождении заложников. В посте в соцсети X вместе с видео, в котором Бен-Гвир просит министра финансов Бецалеля Смотрича присоединиться к нему и заявить премьер-министру Биньямину Нетаньягу о том, что они выйдут из коалиции, если сделка будет заключена, Бен-Гвир продолжает, что ему удалось остановить предыдущие попытки достичь соглашения. За последний год, используя нашу политическую власть, нам удалось раз за разом предотвратить реализацию этой сделки. Однако, как утверждает Бен-Гвир, что теперь у него нет полномочий остановить сделку, поскольку Нетаньягу расширил коалицию, включив в нее партию Гидеона Саара. Недавно к правительству присоединились и другие деятели, поддерживающие эту сделку, и мы больше не удерживаем баланс сил, комментирует Бен-Гвир. Высказывания Бен-Гвира вызвали возмущение среди членов семей заложников и оппозиционных политиков. 12-й телеканал израильского телевидения сообщает, что соратники премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу проводят встречи с министром финансов Бецалелем Смотричем, чтобы попытаться убедить Смотрича поддержать сделку об освобождении заложников, по крайней мере, не прилагать усилий для развала правительства, если сделка будет реализована. Как сообщает 12-й телеканал израильского телевидения, соратники Нетаньягу предлагают Смотричу пакет компенсационных мер, которые в основном направлены на дальнейшее укрепление присутствия Израиля в Иудее и Самарии. Напомню, что против сделки по освобождению заложника выступает министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич. Новости на Радио Мария.
Госсекретарь США Энтони Блинкен критикует военную стратегию Израиля, заявляя, что отказ премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выдвинуть жизнеспособную альтернативу правлению Хамаса в Газе, такую как палестинская автономия, привел к тому, что армия обороны Израиля неоднократно возвращалась в те места в секторе Газа, которые она ранее очистила от боевиков Хамас. Цитирую. «Мы давно доводили до сведения израильского правительства, что Хамас невозможно победить только в военной кампании, что без четкой альтернативы постконфликтного плана и убедительных политических перспектив для палестинцев, Хамас или что-то же столь отвратительное и опасное снова появится», — говорит Блинкен. Именно это и происходит на севере Газы 7 октября. Каждый раз, когда Израиль завершает военные операции и отступает от Хамас, боевики перегруппировываются и появляются снова. Действительно, мы оцениваем, что Хамас набрал почти столько же новых боевиков, сколько и потерял, говорит Блинкен. Это рецепт для длительного мятежа и вечной войны. Конец цитаты. Выступление Блинкена трижды прерывали антиизраильские протестующие, обвиняющие его, цитирую, в содействии геноциду. «Тебя всегда будут называть кровавым Блинкеном», — кричит первый протестующий. «Ты жестокий военный преступник», — кричит второй протестующий несколько минут спустя. Новая сделка по освобождению заложников начнется с освобождения 3 гражданских женщин-заложниц в первый день первой 42-дневной фазы. Каждая последующая неделя будет начинаться с освобождения очередной группы заложников. Освобождение начнется с женщин-заложниц вместе с детьми Бибас, Ариэлем и Кфиром. В начале войны Хамас заявили, что семьи Бибас больше нет, и они якобы были лишены жизни в результате израильского авиаудара. Армия обороны Израиля тогда заявила, что расследует этот вопрос, и с тех пор прокомментировала, что у нее нет разведданных, подтверждающих, что семьи Бибас больше нет в живых. Следующей группой, которая будет освобождена на первом этапе, станут женщины-военнослужащие. За ними последуют пожилые люди и те, кто считается крайне больным. Всего будет освобождено 33 заложника. Израильские власти не подтвердили пока это сообщение. Предполагается, что большинство из тех, кого планируется освободить, живы. Наш корреспондент вчера побывал на Таймс-сквер в Нью-Йорке и увидел, как плакат заложников семьи Бибас, малышей Бибас, был сорван со стены. Давайте посмотрим. И, как стало известно, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху завершил встречу с первой из 2 групп семей заложников в своем офисе в Иерусалиме. Несколько человек, присутствовавших на первой встрече, сказали, что они ушли с нее, не получив ответа на множество вопросов. Особенно относительно того, когда начнется 2-я и 3-я фаза сделки. Еще раз напомню, что первый этап сделки рассчитан на 6 недель и предусматривает освобождение 33 заложников, оставшихся женщин, пожилых и тяжело больных. Соглашение, находящееся на грани подписания, предусматривает, что на 16-й день первой фазы Израиль и Хамас начнут переговоры относительно условий 2-й фазы, в ходе которой будут освобождены оставшиеся живые заложники. Если же переговоры не будут завершены к концу первой фазы, посредники призовут стороны продолжить переговоры до тех пор, пока не будут достигнуты условия 2-й фазы. Напомню, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предпочел поэтапный вариант сделки, отвергнув одноэтапную сделку по освобождению всех заложников в обмен на окончательное прекращение Израилем войны, утверждая, что такой вариант позволит Хамас остаться у власти. Нетаньяху подчеркнул, что военные успехи Израиля за последние несколько месяцев заставили Хамас пойти на компромисс по некоторым из своих позиций. Он говорит, что сделка позволит Израилю остаться на первом этапе в Филадельфийском коридоре вместе с буферной зоной вдоль границы Израиля с Газой. Новости на радио Найрия. Главные новости Израиля.
Министерство здравоохранения Израиля готовится к возвращению заложников. В условия содержания этих заложников, включая женщин, детей, пожилых людей и раненых жителей, которые возвращаются после более чем года плена, будут совершенно иными по сравнению с тем, когда Хамас освободили 105 мирных жителей во время недельного перемирия в конце ноября 2023 года. Власти извлекли уроки из последнего освобождения заложников. Принимающие больницы позаботятся о том, чтобы заложникам была предоставлена конфиденциальность, пока они будут проходить медицинские тесты. Медицинский персонал будет продолжать следить за здоровьем заложников в течение длительного периода времени. Тем временем агентство Associated Press поделилось своей информацией по поводу сделки по освобождению заложников. Согласно проекту соглашений, переговоры по которому ведутся между Израилем и Хамас, Израиль, цитирую, заплатит высокую цену за освобождение женщин-солдат, которые удерживаются в секторе Газа, согласно копии соглашения, полученной Associated Press. Трехэтапное соглашение начнется с постепенного освобождения 33 заложников в течение 6 недель, включая женщин, детей, пожилых людей и раненых мирных жителей. Все это в обмен на потенциально сотни палестинских женщин и детей, заключенных Израилем в тюрьмы. Среди 33 человек будет 5 израильских военнослужащих женщин, каждая из которых будет освобождена в обмен на 50 палестинских заключенных, включая 30 осужденных за преступления, связанные с безопасностью, которые отбывают пожизненные заключения. В течение этой первой 42-дневной фазы израильские войска, по сообщению Associated Press, будут выведены из населенных пунктов. Палестинцам будет разрешено начать возвращаться в свои дома на севере Газы, и будет увеличен объем гуманитарной помощи. Ежедневно туда будет прибывать около 600 фур. На втором этапе Хамас освободит оставшихся живых пленников, в основном солдат-мужчин, в обмен на большее количество заключенных из израильских тюрем и полный вывод израильских войск из Газы, согласно проекту соглашения. Напомню, что Хамас заявляет, что не освободит оставшихся заложников без прекращения войны и полного вывода израильских войск, в то время как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в прошлом пообещал возобновить боевые действия, если военные и правительственные возможности Хамаса не будут уничтожены. На третьем этапе тела оставшихся заложников будут возвращены в обмен на 3-5-летний план реконструкции, который будет осуществляться в секторе Газа под международным контролем. Об этом сообщает агентство Associated Press. Представители семей заложников кричат на министра обороны Исраэля Каца, спрашивая, почему их родственники не включены в список тех, кого должны освободить в рамках потенциальной первой сделки по освобождению заложников. Вспышка гнева срывает заседание Комитета Кнессета по иностранным делам и обороне, на котором Кац представляет свое предложение о принятии закона об освобождении большого числа харидим от военной службы. Момент скандала давайте посмотрим. אני חמאסניק בשבילך. אני לא קראתי לך אני אוכיח לך. ולא רק שתוכיח את זה, תתבעי אותי על זה. אתה גם תבקש סליחה. תתבעי אותי על זה. אני לא תובעת אף אחד. לא ולא שופטת אותך בכאב שלך. בוא נגדל בגרות, לפחות אנחנו. לא, אני לא אלחצתי על זה מי שעשה סלקציה. את היד שעשתה סלקציה, אני לא אלחץ אותה. היד שעשתה סלקציה, אני לא אלחץ אותה. את היד שעשתה את הסלקציה לא אלחץ. לא אלחץ יד שעשתה סלקציה. הם מוצאים חללים, למה לא מוצאים חללים? כי הם לא מוצאים חלל, וחלוצים הם כן יוציאו, הם כן יוציאו. Женщина, в дом которой попал большой обломок от ракеты хуситов, выпущенной ночью 14 января, говорит, что она заметила повреждения на крыше только когда вышла на прогулку. Михаль Вексклер, жительница городка недалеко от Иерусалима, рассказала, что не услышала ничего, что могло бы указать на то, что часть ракеты попала в их дом. Цитирую. «Когда мы вышли на нашу обычную утреннюю прогулку, мы увидели сломанную черепицу. Только когда мы посмотрели вверх, мы увидели ракету на нашей крыше.
После этого заявления люди в соцсетях просили женщину поделиться рецептом крепкого сна, что даже огромная часть ракеты в ее доме не была замечена. Фрагмент ракеты сейчас на ваших экранах. Новости на радио Нария. Главные новости Израиля. Мы обещали рассказывать о русскоязычных адвокатах-мошенниках, которые обманывают русскоговорящих граждан Израиля, пользуясь тем, что они плохо знают иврит и привыкли доверять людям. Мировой суд Беэр-Шевы разрешил опубликовать имя адвоката-мошенника. Объем мошенничества составляет около 2 миллионов шекелей. Речь идет об адвокате по имени Алекс Шут, который специализируется на сделках в сфере недвижимости. Ему вменяется хищение, совершенное доверенным лицом, отмывание денег, мошенничество, получение чего-либо мошенническим путем, подделка документов и автомобильных номеров, налоговые и другие преступления. Полиция Израиля обращается ко всем, кто пострадал от действий этого адвоката. Сообщите об этом в отдел по борьбе с мошенничеством Южного округа по телефону 08 638 27 18 или же по номеру телефона полиции Израиля 100. Дело против адвоката Алекса Шуда получило название «Слепое доверие». Пострадали не менее 20 человек. В основном это пожилые русскоязычные репатрианты. Если же вас тоже обманули адвокаты, сообщите в нашу редакцию. Сделаем адвокатов-мошенников известными на весь Израиль. Полиция Израиля обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 32-летний Султан Махаджне. Он проживает в Тель-Авиве. 7 января он вышел из дома и с тех пор пропал. Приметы пропавшего: рост 177 сантиметров, среднего телосложения. Всем, кому что-либо известно о месте нахождения пропавшего Султана Махаджне, фотографию которого вы сейчас видите на своих экранах, позвоните в полицию Израиля по номеру 100. Новости на радио Нария. Напомню, что вернулся телеграм-канал «Радио Нария». Там мы публикуем то, что не пропускает YouTube. Подпишитесь уже сейчас. Отсканируйте своим телефоном QR-код на ваших экранах. Так вы сразу найдете наш телеграм-канал. Или же напишите в поиске Telegram «Радио Нария» латинскими буквами. Также ссылку на наш телеграм-канал мы оставим в первом закрепленном комментарии под этим видео. Нам нужна ваша поддержка. 80% наших зрителей видеоверсию новостей на YouTube-канале «Радио Нария» смотрят без подписки. Ваша подписка поддержит наш канал. Подпишитесь уже сейчас. Нажмите на кнопку «Подписаться». Также нажмите на палец вверх, если видео вам понравилось, или же на палец вниз, если видео не понравилось. Благодарность и нашим спонсорам. Их имена сейчас на ваших экранах. Израильская служба новостей желает вам хорошего дня. Уже завтра, в четверг, 16 января, в 6 часов утра по Иерусалиму, мы снова в прямом эфире. Вы должны знать правду. До встречи.